Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня с вами поговорим о том, почему нельзя говорить такую фразу «не болейте». Вы знаете, в последнее время почему-то в общественном транспорте, где бы человек ни находился, прямо режет слух. Многие говорят друг другу «не болей» или «не болейте». Почему именно эту фразу нельзя говорить и какими словами лучше заменить? При этом это нужно говорить вне зависимости, кто с вами рядом, коллега, соседка, ваш недоброжелатель или даже ваши близкие, родные люди. Давайте вместе с вами будем разбираться. Вы знаете, многие люди забыли об энергетике слов. Знаете, вот иногда такое ощущение, что люди вот смотрят, знают, помнят, потом раз что-то происходит, и люди забывают, как будто специально кто-то целенаправленно людей заставляет говорить неправильные слова и неправильные фразы. А вы помните, что наши все слова, все, что мы с вами произносим, мы транслируем в этот мир. Если мы говорим о том, что я здорова, или ты здоров, или вы здоровы, это возвращается к нам обратно. А если человек говорит негативные фразы, даже не хочется их произносить, то, знаете, вы произносите их не только по отношению к другим людям, но это все возвращается к вам обратно. Помните о том, что мы можем обмануть друг друга, мы можем рассказать какие-то сказки, обидеть и так далее. И вроде бы многие люди думают о том, что «Ой, мне повезло, закон бумеранга не сработал, и меня ничего не ждет». Но вы должны помнить о том, что бумеранг всегда возвращается. Другое дело, что он приостанавливается на какой-то определенный период времени и все равно попадает в ту точку, которая нужна, потому что человек нарушил Божьи законы, человек нарушил баланс и привел в свою жизнь своими словами, действиями привел деструктивные энергии в свою жизнь. Поэтому, чтобы этого не было, никогда не говорите разрушительных слов, негативных слов. Да, это сложно. Особенно, знаете, как можно проверить человека, насколько он чистый, насколько он позитивный. Возьмите с ним, поругайтесь на самую банальную тему. Например, что на работе с коллегой поругайтесь за то, что у нее стол не убранный. И вы увидите настоящую ее. Вы поймете, какие она слова будет отправлять в ваш адрес. А если она вам улыбнется, поблагодарит вас за вот такие вот замечания, возможно, она закрутилась, забыла, то вы знаете, она и отправит не только в свой адрес, но и в вас адрес позитивные, созидательные энергии. Но очень часто люди скрывают свою истинную маску. Вы сами напишите в комментариях о том, что вот моя сестра, моя подруга, моя соседка, я с ней столько лет дружила, были такие вот хорошие, замечательные, тем и так далее, и так далее. И в один момент вам просто-навсего вставляют нож в спину. Приятно? Нет, очень даже больно. А каждый из нас виноват в этом, потому что человек подпустил, человек поверил, и при этом все самое интересное, что все этот период времени в вашу жизнь поступали определенные подсказки от высших сил, от вашего ангела-хранителя, от людей, от вашего ближайшего окружения, которые прямо вам стучали и говорили: обрати на это внимание, но вы ни в какую на это не смотрели. А почему? Потому что вы не хотели это замечать, вы не хотели слышать правду. А почему? Потому что правда, она какая? Она горькая, она неприятная, она болючая. И поэтому вот происходят вот те ситуации в жизни каждого человека, который не хочет этого понимать и осознавать. И давайте вернемся к слову «не болейте». Очень часто вот в последнее время, в ближайшие где-то 1,5-2 недели, прямо режет слух. Многие говорят друг другу: ой, не болей, не болей, не болей. Прямо, знаете, вот как будто программа говорит о том, что человек каждый должен болеть. Почему? Помните о том, что частичка «не», она не воспринимается Вселенной. Соответственно, когда вы говорите в своем окружении «не болейте», вы тем самым говорите человеку, говорите Вселенной, говорите сами себе, отправляете посыл, что болей,
Не надо быть здоровым, болей, тебе так будет лучше. И вы знаете, конечно же, если вы один раз скажете не болейте, второй раз скажете не болейте, наверное, в вашей жизни ничего не произойдет. Но вы должны понимать и то, что в нашей жизни все имеет накопительный эффект. Пройдет время, и это все проявится, это все увидится. То же самое представьте себе стакан, который наполняется водой. Он не наполняется водой за 1 секунду, да, вне зависимости, какой напор воды. Если это будет по капле наполняться стакан, то это нужно достаточно долгий период. Но если мы говорим о том, что мы открыли кран и потекло вода, то в таком случае это буквально будет за какой-то определенный период времени. Но все равно в какой-то момент из стакана начнет выходить вода. Хотим мы этого или нет. Законы физики пока никто не отменял. Вот то же самое происходит и в нашей жизни. Вы говорите своим родным, близким, не болейте, и вроде бы в вашей жизни тоже ничего не происходит. Даже некоторые люди говорят, ничего не происходит в моей жизни, так чего же мне меняться, а зачем мне что-то видоизменять, а зачем мне лучше делать свою жизнь, дай-ка я эти слова буду повторять, они мне привычнее, они мне удобнее, и они мне комфортнее. Не замечали у себя такие мысли? И вот эти мысли, они очень часто влияют на вашу жизнь. Вы должны всегда меняться. Вот вы сейчас прослушаете это видео, выпишите себе слова, которые правильно говорить. И первым делом станьте перед зеркалом, не бойтесь стать перед зеркалом, только оденьте, пожалуйста, красивую одежду. Очень многие почему-то дома любят ходить непонятно в чем. Полюбите себя и научитесь себя любить. Даже когда вы готовите ужин, не нужно быть в каком-то грязном старом халате. Пожалуйста, вы должны быть красивы. Пойдите, купите себе те вещи, которые вас будут радовать, и вы даже в своем доме, в своей квартире будете чувствовать себя королевой. Это очень важно. Даже если на данном этапе в вашей жизни вам очень плохо, вам очень сложно, у вас что-то не получается, это не значит, что должен страдать ваш мир, ваша вселенная. Это очень важно. Так вот, и скажите эти слова перед зеркалом. Потренируйтесь, заставьте свой мозг, чтобы он начал говорить правильные слова. И вы знаете, первое время, когда вы начнете с другим людям желать здоровья, вы знаете, вы будете останавливаться и будете смотреть, а какое же слово мне заменить, слово не болейте. И вы знаете, мозг с вами будет конфликтовать. К сожалению, это так происходит. Возможно, вы обращали внимание, когда мы с вами говорили, например, о том же слове, что говорить, например, спокойной ночи. Почему не стоит это говорить, да? И мы с вами проводили даже эксперименты, и вы сами убедились в том, что человеческий мозг, вот он привык на протяжении энного количества дней, месяцев, лет говорить эти слова, и вот ему сложно перестроиться. Да, кому-то нужно буквально пару дней, чтобы перестроиться, а кому-то, к сожалению, нужно месяц-два, но это нормально. Итак, девочки и мальчики, вы должны понимать и то, что когда вы говорите слово «не болейте», вы тем самым на автомате отправляете. Что вы отправляете? Когда вы говорите «не болейте», это не пожелание здоровья вы отправляете. Вы желаете, чтобы человек болел, чтобы у него были постоянные проблемы со здоровьем. И вы знаете, мозг наш, он работает по-другому. Хотим мы этого или нет. Даже уже многие ученые доказали о том, что наш мозг можно перепрограммировать. Даже любую болячку можно перепрограммировать, что человек станет здоровым. Да, это нужно время. Но если мы с вами начнем уже прямо сию секунду работать со словами, вы уже увидите результат. Поэтому слово «не болейте» мы не произносим. Даже если в вашем окружении есть враги, недоброжелатели, ни в коем случае не стоит им говорить слово «не болейте». Почему? Еще раз повторим, потому что это все возвращается в вашу жизнь. Бумеранг никто, девочки, мальчики, не отменял. Да, неприятно, что ваши враги, что ваши недоброжелатели
недоброжелатели, вставляют вам палки в колеса, сплетничают, делают гадости, проводят какие-то обряды, стараются подбросить какие-то подклады и так далее, и так далее. Но это ваши учителя в первую очередь. Вы должны на это понимать. И пока вы понимаете, что это ваши учителя, вам их нужно благодарить и желать им также всего самого наилучшего, потому что рано или поздно эта энергия вернется к вам. И если вы им желаете не всего самого наилучшего, то это все не самое наилучшее, к сожалению, вернется к вам. Даже если это ваша родная сестра, которая вам сделала много всевозможных гадостей, стоит дарить ей любовь, стоит ей дарить гармонию. Что самое интересное, когда вы несете вот эту энергию, этот свет в этот мир, многие люди, которые несут негатив, они просто уходят из вашей жизни. Даже уже мы с вами уже неоднократно говорили, что бывает так, что люди увольняются с работы, потому что ваша энергетика и их, они несовместимы. И человек не понимает, что с ним происходит. Он хочет вроде как прийти на работу, сделать какую-то гадость, что-то сделать, а у него не получается, потому что ваш свет, который вы несете в свое окружение, на предприятии, во Вселенную, не дает им даже открыть рот и сказать какую-то гадость. Поэтому вы должны понимать то, что слова имеют огромную силу. Самый простой вариант – молитвы. Когда мы с вами читаем молитвы, вот делаем лишь бы, да, или читаем слова аффирмации, или поговорим слова из практики. Когда мы делаем это лишь бы, в нашей жизни ничего не появляется нового. Но как только мы это делаем от чистого сердца, мы делаем с любовью, в нашей жизни происходят изменения. Многие нам пишут, а почему вот я отправила это видео своей знакомой или подруге, у нее буквально через неделю произошли кардинальные изменения. И работу новую предложили, и мужчину встретила, и уже чуть ли не переезжает в другой район города жить и так далее. А у меня что не происходит? Почему так несправедливо? Я же просто и отправила ей видео. А как вы это сделали? Как вы это сделали? Лишь бы никогда не делать. Вы должны быть вдохновлены. И тогда действительно в вашей жизни будут происходить изменения. Поэтому, когда вы говорите «не болейте», вы даете команду в каждой клеточке, а вы помните, что наша Вселенная также состоит из молекул и атомов. Не только наше тело, но и все вокруг нас. Просто мы своими глазами, к сожалению, это не видим. Представляете, если бы каждый из вас видел, что происходит вокруг вас, вы были бы, наверное, немножечко в шоке. Поэтому те люди, которые подготовлены, которые занимаются саморазвитием, они начинают много чего видеть. Возможно, вы даже в своем окружении замечали, что люди осознанно или неосознанно начинают говорить, как вы подумаете, всякую фантастику. Но это не фантастика, это та информация, которую они черпают, вот то, что есть вокруг них. Они, знаете, как просто берут как руками и вам ее говорят. А вы думаете, что это фантастика или какие-то сказки. Поэтому, пожалуйста, давайте теперь проговорим о том, какие же слова теперь правильнее будут говорить вместо слова «не болейте». Итак, всегда при любых обстоятельствах говорите «будьте здоровы». Человек обчихнул, скажите ему «будьте здоровы». Вы с человеком встретились, поговорили, и вы знали, что он недавно там приболел или были какие-то проблемы со здоровьем, скажите ему «будьте здоровы». Или какие еще вы можете использовать важные, мощные по своей энергетике слова. Прямо сейчас запишите, пропишите в комментариях. Кстати, прямо сейчас в комментариях напишите слово «будьте здоровы». Давайте мы друг другу пожелаем здоровья. Итак, девочки и мальчики, в комментариях пишем 3 раза «будьте здоровы, будьте здоровы, будьте здоровы». Мы друг другу желаем на энергетическом плане всего самого наилучшего. Итак, слова, которые вы можете использовать. Будьте здоровы, будь здоров, здоровья тебе или здоровья вам, всего наилучшего, всего самого доброго или просто здоровья. Но слово «не болейте» просто-навсего вычеркните из своей жизни. Пожалуйста, начните правильно использовать слова. И ваша жизнь
также начнет меняться. Вот увидите, слова имеют очень мощную силу. И мы надеемся, что после этого видео вы теперь будете говорить только «будьте здоровы». Мы вас прямо сейчас, каждого, кто нас смотрит, кто нас слушает, обнимаем. Вот просто хочется каждого обнять и передать вот эту энергию любви и тепла. Мы вас всех обнимаем, всех целуем. Надеемся, что наши советы и наши рекомендации, друзья, вам помогают в жизни. Учитесь, развивайтесь, не стойте на одном месте, и ваша жизнь действительно может кардинально измениться. Прямо сейчас поставьте нам лайк, энергетический обмен, это будет здорово. Также обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео, и эта информация будет полезна и важна. Друзья, ну а прямо сейчас на экране вы видите 2 всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся уже буквально в следующем видео.